Сегодня речь пойдет о средней заработной плате по странам. Досмотрите до конца, будет точно интересно. Перед началом маленький дисклеймер. Сегодня готовлю небольшой цикл роликов, в которых рассмотрим соотношение средней заработной платы к стоимости разных продуктов в конкретно взятых странах. Если честно, я сам очень удивился и открыл для себя много нового. Ну а сейчас подписка, чтобы не пропустить новые ролики, и поехали! Пробую немного новый формат и особенно много комментировать не буду. Просто приведу ряд любопытных фактов. Средняя заработная плата приведена на основе целого ряда разных источников, включая Международную организацию труда ООН, отдельные статистические данные конкретных стран и так далее. Почему так много источников? Все дело в качестве статистики и курсе валют конкретно взятой страны. Как пример, Россия. Рубль девальвировал с начала 2023 года почти в 2 раза. Турецкая лира за 2 года девальвировала в 2,7 раза. Как следствие, те данные, которые опубликованы по итогам 2022 года и первого квартала 2023, сейчас не совсем актуальны. Еще один момент. Средняя заработная плата не совсем корректный показатель. Давайте говорить честно. Начальник получает 100 тысяч долларов, а его 100 подчиненных по 100 долларов. А средняя заработная плата по предприятию составит 1089 долларов. Ловкость рук и никакого обмана. Немаловажно помнить, что те цифры, которые я привожу, являются бруто средней заработной платы, то есть до момента удержания налогов. Приблизительные ставки налогов вы видите, но тут нужно остановиться подробнее. В больше чем половине стран действует прогрессивная шкала налогообложения, то есть условно до 100 долларов ставка 15%, от 100 до 220 и свыше 330%. Пример условный, но отображает суть. Почему это важно? Когда по телевизору или интернету вам рассказывают о запредельных ставках налогов в 50% от заработной платы в той же Европе, что, кстати, действительно правда, нам забывают рассказать, что это только часть правды. На самом деле в ЕС и той же Австралии действует гибкая шкала налогообложения, которая привязана не только к сумме получаемого дохода, но и социальной составляющей. Что такое социальная составляющая в налогообложении? Если вы одинокий мужчина от 25 лет с большим доходом, то действительно в большинстве стран ЕС ставка налога может составлять 40, а то и больше, 50-58%. При этом ситуация кардинально меняется, если вы женаты, к примеру, и воспитываете 2 детей. В этом случае при равных доходах ваша ставка будет составлять от 5 до 15%. Конечно, в толерантной Европе такой разброс кажется невероятным, но это факт. Я не утверждаю, что так везде. Все-таки каждая страна строит собственную систему налогообложения.
И там везде есть нюансы. Но в системах развитых стран первого мира закладывают именно такой принцип. Государство подталкивает к созданию семей, заведению детей. Если честно, никогда не задумывался, но мне кажется, это один из тех факторов, которые толкали европейцев так рьяно искать жен на территории постсоветского пространства. Кстати, среднюю заработную плату не стоит путать с минимальной оплатой труда. Да, в некоторых странах есть законодательно ограниченный размер, сколько можно платить минимум. Но, изучив тему, я понял, что не только у нас нашли возможности обходить ограничения. И плюс не существует унифицированного подхода. О чем речь? Где-то есть ограничения по минимуму заработной платы за месяц, где-то минимальная ставка за час работы, а в более чем половине стран такого нет вообще. А обход законодательных норм у всех приблизительно одинаковый. Это оформление на половину рабочего дня, оформление на ставку, но работа под 10-12 часов, характерно для Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и, как ни странно, Восточной Европы. Банальное неоформление, тут лидеры постсоветское пространство и США. Применение всевозможных аутсортингов, когда для выполнения работ привлекают условно чужую компанию. А новая фишка – работа онлайн. По факту плата никак не связана с трудозатратами работника. На этом сегодня все, а в следующих выпусках мы рассмотрим с вами, сколько же реально стоит еда в самых продвинутых странах мира. До свидания.